Здравствуйте, самые лучшие зрители! Меня зовут Полина. Если руки золотые, то неважно, из какого места они растут. Наверняка вы видели мастер-классы других блогеров, в которых шьют такие круги или другие заготовки с криволинейными формами. Куда крестьяне, туда и обезьяне. Захотелось повторить. Но гладко было на бумаге, да забыли про овраги. Не все так просто. Для начала сделаем выкройку. Возьмем квадрат, сложим его по диагонали. Конечно, если есть циркуль, то можно с его помощью нарисовать окружности. Но сапожник без сапог, поэтому просто по линейке от уголочка откладываем отрезки, а потом их соединяем плавной кривой. Таким образом делим этот квадратик на 3 части. Вроде бы выкройка готова. Бери и шей. И в тех мастер-классах, которые я видела, дальше выкраивают эти детали из кусочков ткани и шьют. Или просто таким образом режут квадраты ткани и сшивают. Но вот теперь стоп. Смотрим внимательно. У нас часть ткани уйдет в швы. Поэтому сразу же на выкройке вносим коррективы. Уголок оставим такого же размера, а вот дуги немного уменьшим. В центральной детали с обеих коротких сторон уберем по 0,6-0,7 сантиметров. Это ширина шва. А в третьей детали, крайней, убирать уже будем двойную ширину шва. 1,2 или 1,5 сантиметра. Конечно же, можно сделать и по-другому. С внешней стороны дуги просто добавить припуск на шов, а с внутренней стороны этого делать не надо. Сразу же наносим метку. Совмещать будем центры этих заготовок и края. Каждой детали выкроили по 4 штуки разных цветов. Обратите внимание на их размеры. Сделаем раскладку, как могут выглядеть готовые блоки. Конечно, цвет ткани вы можете подобрать свой. У вас получится свое цветовое сочетание. Я даю вам идею и рассказываю подробно о технологии работы. При стыковке деталей начинаем с совмещения центра дуг. Потом закрепляем края. Остальная ткань ложится ровно и равномерно. Можно заколоть булавочками, но лучше не полениться и прошить иголкой с ниткой. Тогда уж точно все получится точно и аккуратно. И сами детали лягут ровно, не будут топорщиться. При работе за швейной машинкой шьем не торопясь. Помним, что соединяем криволинейные блоки. Можно шить и без ножевульки, но тогда булавкой сначала обязательно фиксируем середины, потом начало деталей и равномерно распределяем ткань. На готовых деталях делаем надрезы на швах, чтобы эти дуги у нас хорошо и ровно расправились. После этого детали проутюжим.
Смотрите, как хорошо и ровно легли все швы. А после этого проверим заготовки и подровняем края. Размер деталей получился 19 на 19 сантиметров. Сделаем раскладку. А сшивать будем колонкой. Сначала 2 верхних квадрата, потом, не обрывая ниток и не делая никаких перерывов, 2 нижних. Разворачиваем отшитые детали, расправляем швы. А потом складываем их по горизонтали и прокладываем еще один соединительный шов. Конечно, в серединке припуски на швы направляем в разные стороны. Чтобы не обрывать нитки, в конце работы переходим на вспомогательный кусочек ткани и отрезаем отшитую деталь. Все расправляем и проверяем. Остается только проутюжить и еще раз подрезать детали. Заготовка получилась 36 на 36 сантиметров. Все очень красиво и аккуратно с обеих сторон. Вы, конечно же, помните, что чуть раньше мы сшили такие заготовки. Мастер-классы на них есть на моем канале в плейлисте «Блоки лоскутного шитья». Как-то раз я была на мастер-классе по работе с фоамираном, и преподаватель сказала одну очень важную вещь. Если вы хотите научиться чему-то, то никому не отдавайте, не продавайте и не дарите свою первую ученическую работу. Если хотите сделать подарок, изготовьте копию и отдайте ее. Просто при взгляде на вашу первую вещь вы будете вспоминать, как именно вы ее делали, и легко сможете повторить. Поэтому заготовки пока еще пусть лежат, дожидаются остальной компании. А вы не теряйте времени, подписывайтесь на канал, ставьте классы, пишите комментарии. Обязательно заходите в мои группы в гостях у Полины, ВКонтакте и в Одноклассниках. Жду вас также на платформе Яндекс.Дзен. Кроме видео, там сейчас пишу и размышлительные статьи. Думы думаю и мысли мыслью. С вами была Полина. Всем пока-пока и до скорых встреч!